Весна вступила в свои права, и снег, который ранее покрывал землю, словно белая вуаль, начал таять, открывая зеленые побеги под солнечными лучами. С каждым шагом по улице Ирина чувствовала, как воздух наполняется свежестью, обещающей перемены. Это время года всегда было связано у нее с новыми надеждами, с жаждой нового начала. Теперь все эти ощущения обострились, когда она наконец осуществила свою мечту – переехала в новую квартиру. Это был старый дом, построенный в эпоху сталинской архитектуры. Из его высоты и величия исходила особая энергетика. Входя в новую квартиру, Ирина была поражена. Высокие потолки, украшенные изящной лепниной, и большие окна, которые пропускали легкие лучи солнца, создавали атмосферу уюта и спокойствия. В этом пространстве она чувствовала себя как дома, даже несмотря на то, что здесь ни разу не была раньше. Соседи, казалось, были почти невидимыми и неслышными, и это лишь усиливало ее ощущение счастья и уединения. Михаил, ее муж, был вместе с ней, и их сердца наполнились радостью. Они сосредоточились на обустройстве квартиры, выбрали мягкие тона для стены и искали аккуратную мебель. Каждый шаг, каждый новый предмет приносил им удовлетворение, наполняя пространство их совместной жизнью. Но в ту первую весну в новом доме Ирина не знала, что впереди ждут неожиданные испытания. Казалось, что сам дом охранял их от внешнего мира и позволял им насладиться своим совместным счастьем. Когда наступило утро, свет пробивался сквозь оконные стекла, окутывая комнату золотистым светом. Ирина только собиралась взбодриться чашкой кофе, как ее внимание привлекло нечто странное. На стене напротив двери появилась зловещая надпись «Убирайтесь». От неожиданности и ужаса ее сердце воскликнуло. Что это? Кто мог когда-либо сделать такое? На секунду ей показалось, что весь уют, который она наслаждалась, разом растворился. Михаил, попив кофе, кивнул на надписи и спросил, не шутит ли она. Но увидев ее испуганные глаза, он понял, что дело серьезное. Он вышел на кухню, взял губку с моющим средством и начал стирать надпись. Тем не менее, Ирина продолжала глядеть на стену с недоумением и страхом. Ей казалось, что слова въелись в стены, как будто бромные буквы оставили свой след навсегда. Прошло несколько дней, и дом наполнил атмосферу тревожного ожидания. Вскоре после ночного испытания наступили ранние утренние часы, когда Ирина, спускаясь на лестницу, обнаружила под дверью засушенный цветок. Он выглядел особенно зловеще, как будто пришел откуда-то издалека, возвращая старые воспоминания. Его лепестки были хрупкими, и он словно шептал ей о вернувшейся боли. Множество вопросов засели в ее голове. Все ли нормально с соседями, что произошло в этом доме? Были ли подобные случаи ранее? Надпись на стене стала казаться все более крупной в ее воображении. Каждое утро, просыпаясь, она чувствовала, что ее приближаются к умышленно запланированной угрозе. Ирина была уверена. Соседи, с которыми они жили в этом странном доме, что-то замышляют, и ее страх рос с каждым днем. Она пыталась найти объяснение, но все заканчивалось глухой стеной непонимания. Ирина начала пытаться вычислить автора надписи. Почему соседи, казалось, оставили безразличие к этому событию? С ней обострились отношения с Михаилом. Каждый раз, когда она поднимала эту тему, он отмахивался и убеждал ее, что не стоит обращать на это внимание. Михаил не воспринимал надпись как угрозу, а скорее как случайное проявление плохого настроения кого-то. Он знал, что многие люди испытывают различного рода трудности, и всем нужно разрешить свои проблемы. Но для Ирины это стало 4 стенами, заточившими ее в клетку, полную неопределенности. Недовольная его невниманием, Ирина начала порой вести ссоры по пустякам. Укоряя его в неумении заметить ее беспокойство, Михаил пытался ее успокоить. «Это просто надпись. Не заморачивайся. Мы здесь живем. Пока никто не приносит нам вред, все хорошо». Но она знала, что это не просто слова, а голос, взявший в заложники ее внутренний мир. В один из дней, пока она переубедила из коллекции старых книг, что стояла в углу квартирного коридора, ее взгляд упал на старый дневник. Он выглядел потертым и запыленным. Но, захваченная любопытством, Ирина решила открыть его. Дневник принадлежал Лене, женщине, которая жила в этой квартире 10 лет назад. На страницах были воспоминания о ее жизни, о горестях и радостях.
С каждой прочитанной строчкой Ирина чувствовала, как окунается в другую реальность. У Лены была больная дочь, и все записи были полны невыносимой тоски и упадка. Ужасная история жизни ее дочери пронеслась перед глазами Ирины. Лена страдала от безысходности, отчаяния и глубокой утраты. В какой-то момент Ирина поняла, что надпись была не для нее и Михаила, а скорее криком о помощи, не покидающим стены квартиры. Ирина закрыла дневник и сглотнула слезы. Она никогда не думала о том, что может столкнуться с таким горем, которое не просто угнетает человеку, но и отравляет его дни. Понимание реальной причины и чувства Лены привело ее в замешательство. На следующий день, погруженная в мысли, Ирина заметила, как баба Нина, старая соседка, стояла у ее двери с выражением горя на лице, глаза бабушки были полны слез. И Ирина почувствовала внезапную потребность успокоить ее. Баба Нина рассказала о своей дочери, которая дружила с Леной, и также страдала, когда Лена потеряла свою девочку. Это было его болью. Слезы стекали по ее щекам, когда она объясняла, что сама писала надписи на стенах, оставляя цветы у двери, думая, что поможет семье найти покой. Ирина почувствовала, что урок сочувствия вытащил ее из собственных мрачных мыслей. Это было уроком любви к жизни. Даже когда она была наполнена страданием, она поняла, что баба Нина вовсе не была враждебным соседом. Она была другой жертвой в цепочке боли, как сама Ирина и даже Лена. Их жизни столкнулись, привнесли тени друг на друга и в итоге сплели их судьбы. Теперь Ирина видела не только женщину с слезами на лице, но и теплую настоящую душу, полную любви. Ирина и Михаил встретились со слезами на глазах, и их разговор о дневнике, о бабе Нине и ее истории собрал все кусочки в единое целое. Они поняли, что правда, которая скрывалась за надписью, не была угрозой, а скорее криком о помощи и пыткой действовать даже после смерти. Вместе они решили написать что-то под надписью «Мы поможем вам». Это стало актом прощения, исцеления и понимания. Следующим утром они спустились на кухню, приготовили бабе Нине горячий суп и отправились к ней с бутылкой домашнего вина и предложением составить компанию за ужином. Ирина почувствовала, как дом начинает наполняться настоящим теплом, когда баба Нина с радостью приняла их предложение. Дети и взрослые, окруженные в волнующем кругу, наслаждались вечерней беседой, обменивались историями и делились объятиями. Все изменилось. Взаимопонимание и теплота уютного вечера стирали прежние страхи. Теперь дом наполнялся смехом и радостью. Ирина поняла, что этот дом стал ее настоящим домом. Местом, где она могла делиться чувствами, болью и счастьем. Она осознала, что дом – это не только стены и крыша над головой, а общность сердец, которые учатся понимать друг друга, даже когда веет горечь. Теперь их повседневная жизнь напомнила ей о том, насколько важно ценить момент, когда смех и разговоры наполняют комнату. Каждый вечер, когда они собирались за столом с бабой Ниной, она чувствовала, что они остались не только в этом помещении, но и в одном пространстве другого мира. Они создали свой оазис понимания, где радость пересекалась с печалью, и жизнь окончательно обрела настоящую ценность. Ирина больше не чувствовала, что ее душа заперта. Каждый новый день был подарком, и, глядя на лед весны, она знала, что этот дом стал им предназначенным местом, полным любви и понимания. И всякий раз, когда она проходила мимо стен, где ранее заползали страхи и ненависть, Ирина теперь видела только память о том, что было, и гордость за то, что они сделали. Из невидимой тени прошлого они с Михаилом превратили этот дом в светлое место для будущих поколений. Каждый приходящий звук, каждое действие поднимали их дух, и даже тишина, которая могла бы казаться пугающей, теперь воспринималась как благодать. Ирина и Михаил продолжили строить свою жизнь, наполняя ее смыслами, делясь тайнами, радостями и печалями, которые, несмотря на обилие, теперь не пугали их. Они поняли, что, проявляя любовь и поддержку, даже за стены старого здания можно создать пространство, полное жизни и света.